Приступаем к вязанию лапок. Для своей игрушки я использовала хлопок 75 грамм на 320 метров, он более тонкий. Вот сравнение, как выглядит эта ниточка по сравнению с той, с которой я вязала. Сначала мы вяжем пальчики одной деталькой, и потом в процессе вязания ножки от пяточки на нужную нам длину мы вяжем вот эту деталь пальчиков. Для наглядности я вязание лапки буду показывать вам на пряже более толстой, чтобы вам все было понятно. Начинаем вязать пальчики для лапок. Набираем 2 петли. 1, 2. Для того, чтобы вязать лапки, нам понадобится навык вязания шнура гусеничка. Во вторую петлю от крючка мы вводим крючок и считаем 1. Поворачиваем. 2. Поворачиваем шнурок. 3. 4. 5. И вяжем до тех пор, пока у нас не получится 20 столбиков. 6. 7. 15. 19. 20. Вот таким образом у нас получился шнурок. Теперь вот в эти вот вертикальные перемычки мы вводим крючок и вяжем столбики. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Мы провязали по перемычкам 8 столбиков. Вот у нас 9 столбик, последний. И 10 он у нас очень короткий. Вот его важно найти. Вот он, 10. Посмотрите внимательно на шнурочек. Вот 8, 9 и 10 он очень короткий, он затянутый. Вот крючком меньшего размера подцепите, это будет 10. Девятый столбик и 10. Повторяем. Вяжем второй пальчик. 2 воздушные петли. Во вторую петлю первый столбик. И вяжем шнур гусеничку. Считаем второй столбик. 3. 4. 5. Вяжем так до тех пор, пока не провяжем 20 столбиков. Возвращаемся. 1, 2 столбик, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот посмотрите внимательно опять. 9 и 10, вот он короткий. Его нужно как бы достать. Вот он. 9 и 10. Провязали второй пальчик. Точно так же вяжем 3. Заканчиваем вязать 3 пальчик. 8 столбиков мы провязали. Вот у нас 9 столбик и 10. Вот он у нас он спрятался, мы его немножечко достанем. Вот 10. 8, 9 и 10. Вот что у нас получилось. Вот такая лапка. Теперь мы делаем одну петельку подъема. Вот за эти 2 полупетельки вяжем первый столбик. В серединку пальчика 2. Между пальчиками 3. Когда провязываете столбик в серединку пальчика, обратите внимание, как я это делаю. Вот, захватывая 2 полупетельки. Между пальчиками.
пальчик. Мы закончили ввязание в центр третьего пальчика. Нить обрезали. Нить не вытаскиваем, а вот этот хвостик начала ряда мы пропускаем в эту петельку. Ниточки подтягиваем. И у нас получается 7-я петелька. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ниточки можно завязать узелочком. Нить пока не обрезаем, она нам еще пригодится. Вот такие пальчики у нас получились. Начинаем вязать ножку. Вяжем мы ее с пяточки и вниз на нужную нам длину. В процессе вязания ввязываем наши пальчики. Я покажу, как это делается. В кольцо амигуруми мы набираем 6 столбиков и вяжем 6 прибавок. По кругу у нас получается 12 петелек. У нас связаны пальчики. По краю пальчиков у нас получилось 7 петелек. Теперь нам нужно при вязании следующего ряда ввязать вот эти пальчики. Вяжем 3 столбика. 1, 2, 3. И теперь мы начинаем соединять попарно петли нашего ряда и петли на пальчиках. Находим первую петельку на пальчиках и соединяем ее со следующей петелькой в нашем ряду. Вот она. Провязываем. Хорошенько подтягиваем. Следующую петельку на наших пальчиках и нашего ряда соединяем. Подтягиваем. И так соединяем и все 7 петелек. 6-я. 7-я. Ниточку подтягиваем. И провязываем оставшиеся 2 петли нашего ряда. Вот что у нас получилось. Ниточки от наших пальчиков мы вводим внутрь. Тоже подтягиваем. И можно их подклеить. Обычно я использую вот такой вот клей прозрачный. Чтобы они нам не мешали, мы их обрезаем. Капельку клея. И подклеиваем. У нас получилось 12 петелек. В следующем ряду нам нужно взять 2 убавки. Вяжем 4 столбика. Убавка. 1 столбик. 2-я убавка. И оставшиеся 3 столбика. У нас должно получиться 10 петелек. В следующем ряду мы делаем 2 убавки, чтобы получилось 8 петель. Вяжем. Пяточка у нас связана. Вот что получилось. Далее лапку мы будем вязать по кругу на 8 петлях на необходимую нам длину. Пяточку можно заполнить небольшим кусочком наполнителя. Саму лапку я не заполняю ничем, оставляю такой, как есть. Вот такая лапка у нас получается. Для своего цыпленка я связала вот такие вот лапки. Клювик для цыпленка я вяжу тоже из тоненькой пряжи. Схемку я вам приложу. Клювик можно наполнить, он будет кругленький, можно оставить вот таким плоским. Глазки свяжите из белой пряжи, вот примерно ориентируюсь на эти размеры. Как я вяжу хохолок. Набираю цепочку из 10 воздушных петель, 9 столбиками возвращаюсь обратно. Снова набираю цепочку из 10 петель, возвращаюсь. И так вяжем 3 раза. Получается вот такой хохолок. Все детали у нас закончены. Хватит.
хвосты, крылья, лапы, корона не сюда. Теперь начинается самое интересное. Первым делом мы пришиваем клюв. Пришиваем мы его вот по намеченной первой нами линии. Определяем центр, где у нас он будет, и пришиваем. А уже дальше начинаем играть. Прикрепляем детальки так, как мы видим нашего цыпленка. Глазки. Можно поменять их местами. Может быть, вы найдете какое-то другое расположение. Крылышки мы пришиваем, ориентируясь вот на две первые линии. Где вы их расположите, это тоже на ваш вкус. Вот у меня в этом случае они ровно по центру крылья расположены. А вот на этой игрушке я их немножко сдвинула вперед. Последняя линия – это линия пришивания хвостика. Чубчик. Можно связать еще один или связать чубчик из 6 рапортов, и он будет более кудрявым, более шевелюристым. Не торопитесь пришивать. Поиграйте сначала. Посмотрите на него со всех сторон. Как вам будет нравиться больше. После того, как мы нашли расположение глаз, мы их пришиваем контрастной ниткой. В качестве зрачков я использовала металлические пайетки 5 мм. Вы можете использовать полубусины, вырезать из фетра или просто вышить. Также этой же ниточкой, которой мы пришивали глаза, мы намечаем линию бровей. У нас пришит хвостик, крылышки, оформлено лицо, пришит чубчик. Начинаем пришивать лапки. Лапка у меня получилась от пяточки до основания 9 сантиметров. Вы можете сделать их меньше, это на ваш вкус. Вы располагаете эти лапки между складочками и пришиваете к шву, которым мы пришивали донышко к основной детали. Лапки у меня не заполнены. Пальчики на лапках я пропитала клеем ПВА. За ночь они у меня высохли. Придала им вот такую вот форму. Вот такие лапки у меня получились. Прекрасно держат форму. Ну вот и все. Наш цыпленок готов. Теперь вам остается его просто любить. А он, в свою очередь, подарит вам свое большое пламенное сердце. Если это видео было для вас полезным, пожалуйста, не забудьте поставить класс, написать комментарий и поделиться им с теми, кому оно может быть интересно. Пока, до новых встреч!